нищета, коррупция, узурпация власти, диктатура, Корея. У многих сочетание этих слов в одном предложении вызовет представление Северной Кореи. И во многом человек не ошибается. Но сегодня мы поговорим о Корее Южной. И многие удивятся, ведь дорамы и либеральная пропаганда рисуют Юг светлым раем, населенным великими людьми, что создают продукцию Samsung. Коллектив канала «Перемен» представляет вам исследование, которое многих повергнет в шок, ибо разрушит многолетние мифы не только о Южной Корее, но и о капитализме в целом. А перед началом нашего изыскания по данной теме мы вам советуем подписаться на наш канал в Telegram. Там мы публикуем новости с классовой оценкой происходящего. Рекомендуем к прочтению книги в рубрике «Что почитать?». Разбираем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций». И, конечно же, сообщаем о выходе новых видео, ведь оповещения плохо приходят. Вы всегда сможете там связаться с нами, поделиться новостью или задать интересующие вас вопросы. А совсем скоро мы будем оповещать о проведении собраний интернет-кружка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте ударить в колокольчик. Чтобы понять ситуацию в стране сейчас, необходимо узнать, как она развивалась. Поэтому дадим небольшую историческую справку. Нет, не настолько длинную. Корея или Чосон — это название с 1392 до 1897 года века с 14 была консервативной и отсталой. Ее били китайцы и японцы. После того, как японцы надавали люлей Николахе Кровавому в русско-японской, почти наполовину 20-го столетия они оккупировали тогда еще единую Корею. Захватив страну в 1905 и объявив ее своей колонией в 1910, начали индустриализацию. Не только большевики таким занимались. Ага. Так вот, военные планы Японии требовали больше промышленности, а значит, повторим еще раз, отсталая и консервативная Корея должна была быть превращена в индустриально развитую территорию. Понятное дело, что узурпаторы и захватчики не хотели терять свои капиталовложения, из-за чего начали и ассимилировать население. Корейская культура уничтожалась, традиционными именами было запрещено называть детей и тому подобное. Поэтому до сих пор в двух Кореях флаг императорской Японии, вот он, считается чем-то сродни флагу гитлеровцев. Но японская индустриализация не сыграла роль в становлении Юга по двум простым факторам. Первый, строили они преимущественно предприятия на севере, где много полезных ископаемых. И тот факт, что во время войны уже с КНДР, что юг, что север, лишился огромного количества средств производства. Кстати, ту войну почему-то считают войной СССР против США. Но только США реально принимала в ней участие. СССР выделил небольшую группу военных спецов и советников, и оружием подсобил. А вот Китай, что уже стал Народной Республикой во главе с Мао, после долгих переговоров в Кремле ввязался в конфликт по полной. Как несложно догадаться, основная причина успеха Южной Кореи в экономических показателях ВВП заключается в умелом управлении денежными вливаниями со стороны США. Итак, тут сыграли опять несколько факторов. Удобное расположение страны в географическом плане, трудолюбивые и готовые работать за копейки люди, экономические планы, что были разработаны в президентство Пак Чон Хи, помогли нехило развить промышленность, но ценой потери возможности самих себя кормить. И Юг до сих пор покупает рис за границей. Установленная с первых дней существования Южной Кореи диктатура, которая вылилась, к примеру, в жесткую расправу с жителями острова Чеджу, мало кто из коренных жителей тогда выжил. Всего лишь за простое желание быть с КНДР, а не с Республикой Корея, аки Южная Корея. Важную роль тут сыграли еще чеболи, но о них подробно чуть позже. Ну, давайте, чтобы дальше не затягивать наше повествование, пробежимся по переворотам во власти, а их четко заявим. Республика Корея – страна переворотов. Остроте разборок на высшем государственном уровне позавидует постоянная внутрипартийная борьба в КПСС, над которой ехидно посмеются обожающие южан-либералы. Дескать, вот к чему приводит отсутствие демократии, в либеральном буржуазном понимании, конечно же. Ли Сын Ман смещен с поста. Юн Бо Сон свергнут. Пак Чон Хи убит.
Чхве Гю Ха, отстранен в результате военного переворота. Чон Ду Хван, приговорен к смертной казни после завершения срока президентства. Но Тхэ У, приговорен к 22 годам тюрьмы после окончания срока президентства. Ким Йон Сам находился в тюрьме до своего президентского срока. Во время президентства добился осуждения 2 своих предшественников. Ким Дэ Чиджун был в тюрьме и приговорен к смертной казни до избрания президентом, впоследствии помилован, лауреат Нобелевской премии мира. Но Му Хён подвергся импичменту. Решение было отменено Конституционным судом. После окончания срока расследовался по делу о коррупции. Покончил с собой. Ли Мэн Бак после окончания срока был арестован и оставался под арестом по обвинению в коррупции. Пак Кын Хе подверглась импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. Приговорена к 24 годам тюрьмы. Более и менее демократические южнокорейские формы государственности регулярно пылают самым ярким пламенем. Но что это дало рабочим? Из раза в раз одни капиталисты сменяли других. Может мягче, может жестче, но фундаментально сути это не меняло. Грабеж народа продолжался и привел к тому, что сейчас Южная Корея регулярно входит в тройку лидеров по смертям от переработки, самоубийствам, бьет все антирекорды по рождаемости, стремительно падает в своем материальном благосостоянии, все больше становясь страной подвалов и трущоб. Буржуазия тотально реакционна в эпоху империализма, поэтому задача демократических преобразований всецело ложится на плечи рабочих, которых буржуазия, загнивающая и повсеместно господствующая, давит всеми возможными способами. Поэтому и движение к демократии может быть только в движении к социализму. Все остальное – пустая болтовня и космические реформы. Однако такое движение может осуществляться под руководством наиболее сознательных рабочих, организовавшихся в пролетарскую партию. К сожалению, партии, способной стать авангардом рабочих, в Республике Кореи нет. Стоит ли коммунистам отказываться от участия в протесте? Ни в коем разе. Поскольку уже сегодня протест охватывает все более широкие слои трудящихся, цель коммунистов – показать, что только они готовы наиболее последовательно, плечом к плечу, сражаться вместе с рабочими за демократию. Вот тут остановимся и расскажем о чебулях. Коротко, это южнокорейская форма финансово-промышленных групп, конгломерат, представляющий собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определенных семей и под единым административным и финансовым контролем. Чеболи возникли как аналог дайбатсу после Корейской войны. Чеболи определяют экономическое положение страны. Основные характерные черты чеболи – это то, что данными компаниями управляет основной держатель акций и его семья, а также то, что чеболь объединяет единой организационной структурой конгломераты предприятий различной отраслевой направленности, создавая монополию одной чеболя-компании. Еще важно отметить, что в их подчинении находятся как розничные предприятия, так и транснациональные корпорации, а правительство обеспечивает им защиту. Все высшие посты в компании занимают либо родственники директора, либо его близкие друзья. Таким образом, осуществляется жесткий контроль над всем чеболем. И создает, конечно, благодатную почву для коррупции. Рабочий класс в этой ситуации остается в самом пакостном положении. Регулярные неоплачиваемые переработки. О понятии охрана труда можно забыть. Социальные гарантии забываются. Поэтому неудивительно, что рабочие стали активной частью протестов. Масштабное рабочее движение, возглавляемое Корейской конфедерацией профсоюзов, которая вылилась в бессрочную забастовку, цель протестов – противостояние президенту Юн Сок Йолю. Культурные мероприятия, массовые демонстрации, открытые выступления, митинги и забастовка должны поспособствовать отставке президента, который ввел военное положение, чтобы сохранить власть в противостоянии с парламентом. Своими жесткими действиями политик, привычная для южнокорейской стороны, оправдывает угрозу со стороны КНДР. Однако этот дешевый трюк с переключением внимания на внешнего врага провалился целиком и полностью, ситуация лишь обострилась.
Как мы видим, рабочие в данном вопросе, исходя из общедемократических требований, солидаризуются с парламентом. Правильно ли противостоять диктаторским проявлениям буржуазной диктатуры? Вне всякого сомнения. Однако, что получают рабочие взамен? Только так и завоевывается доверие, а не бесконечными цитатами классиков революционного движения. Но, борясь, необходимо указывать пролетариату на гнилую суть его пробуржуазных вождей, которые всегда обманывали, обманывают и будут обманывать рабочих сказками о всеобщей демократии. В 2023 году с 14 по 18 сентября сотрудники железнодорожной сети Республики Корея приняли участие во всеобщей забастовке. Около 13 тысяч рабочих заставили Министерство земель поволноваться. Все началось в 9 утра по корейскому времени. О серьезных сбоях в перевозках не сообщалось, хотя поезда на линии метро 1, сотрудничающей с Korail, были немного задержаны в утренние часы пик, в то время как движение грузовых поездов замедлилось. Ожидания логистов по поводу сокращения пассажирских и грузовых поездов почти на 60% подтвердились и даже оказались преуменьшенными. Забастовка привела к... По состоянию на 9 часов утра национальный уровень эксплуатации поездов составил 6,9%, а это означает, что только 673 из 846 поездов, которые обычно курсировали, находились в эксплуатации. Согласно этому, операционные ставки поездов КТХ, пассажирских поездов, грузовых поездов и метрополитена столичного региона составили в среднем 69%. Чего же требуют трудящиеся? Во-первых, это 4-групповой двухсменный график. Сотрудники испытывают сильные перегрузки, выходя на 2 ночные смены подряд, либо отрабатывая несколько полных смен без выходных. Это приводит к несчастным случаям, связанным с усталостью рабочих и приводящих к травмам или смерти трудящихся. Исследователи из Национального университета Сингапура и финской компании Aura Healthing Y опубликовали результаты исследования привычек сна жителей 35 стран мира, согласно которым корейцы спят в среднем 6,3 часа в сутки, что является вторым по продолжительности показателем. Только японцы спят еще меньше 6,1 часа. Еженедельник The Economist отмечает, азиаты ложатся позже, их время сна короче и спят они хуже. Во-вторых, это требование разрешения поездам КТХ, управляемые Korail, добираться до станции, начальной станции другого высокоскоростного поезда. Одна из отличительных черт логистической и транспортной политики Южной Кореи – это децентрализованность. Дорогами и маршрутами управляют различные частные компании. Профсоюз заявил, что интеграция услуг разных предприятий поможет решить проблему нехватки мест и стоимости проезда. Это может стать шагом к объединению всех железных дорог. Вместо того, чтобы проявить дипломатию и начать с сильным профсоюзом диалог, министр труда Ли Чжон Сик лишь уговаривал железнодорожников прекратить забастовку и вернуться на рабочие места без уступок, критикуя их действия. Критический момент, когда все должны объединить усилия перед лицом неблагоприятных экономических условий, профсоюз железнодорожников вызывает обеспокоенность общественности, придерживаясь только своих собственных требований. Пак Нам Хи, руководитель профсоюза по связям со СМИ, говорит о возможности второй всеобщей забастовки. Все зависит от ответа действующего правительства. Пак Нам Хи критикует Министерство земель и его нежелание взаимодействовать с профсоюзами и вести адекватный диалог с трудящимися. Точный график будет определен в зависимости от реакции Министерства земельных ресурсов и компании Korea Railroad Corp. Первый удар был своего рода предупреждением, но второй станет бессрочной всеобщей забастовкой. Это была первая массовая акция железнодорожного профсоюза за последние 4 года, и рабочие не собираются останавливаться на этом. Изнурительный труд без компенсаций, наплевательское и хамское отношение начальства и власти к трудящимся. Скопившиеся за столько лет проблемы инфраструктуры и экономики, все это надоедает не только самим работникам транспортной сферы, но и остальному населению. Непрекращающаяся инфляция, Юн Сок Йоля, другие страны и популизм партий, не решающие ровным счетом ничего, корейцы устали от этого. 3 декабря 2024 года тысячи людей вышли на улицы, блокируя армейскую технику и показывая мощное давление на правительство. Немалую роль сыграла также забастовка работников СМИ, которые сопротивились попытке армейского командования взять основные СМИ под свой контроль, угрожая в случае неповиновения арестом и тюремным заключением.
Протесты были настолько масштабными и организованными, что даже армейские подразделения оказались не в состоянии подавить их. Почувствовав всенародное сопротивление, попытки установить военную диктатуру, парламент, блокированный военными, перестал бояться бронетехники и единогласно проголосовал за отмену военного положения, несмотря на попытки Министерства обороны воспрепятствовать этому. Все 190 из 300 присутствующих депутатов проголосовали за резолюцию, предписывающую отменить военное положение. Решительность, с которой проходили массовые протесты на улице, привела к колебаниям даже среди воинских частей, введенных в здание парламента. В итоге попытка Юн Сок Йоля установить военное положение закончилась полным провалом. События в Южной Корее служат убедительным примером того, как массовое организованное сопротивление может противостоять попыткам реакционного военного переворота. Опыт Южной Кореи показывает нам, что план помогает построить сильную экономику даже в такой маленькой стране, как Южная Корея. Борьба рабочего класса везде приводит к улучшениям их положения, и что капитал ради своей прибыли в любой стране мира пойдет на самые ужасные преступления. А мы, радуясь, что рабочий класс поднимает свою голову во всем мире, извлекаем опыт и рассказываем вам, как добиться перемен, хотя бы для начала в России. Вся власть трудящимся. До связи, товарищи.